Вы стоите на берегу теплого моря. Вода уходит за горизонт во все стороны. Ее больше, чем вы вообще способны себе представить. И при этом вам нечего пить. Ни одного глотка. Стоит сделать хотя бы один, и станет только хуже, потому что эта вода не утоляет жажду, а забирает ее. Вокруг целый океан, и вы посреди него умираете от жажды. А теперь наберите немного морской воды в ладонь и подержите на солнце. Пройдет совсем немного времени, вода исчезнет, поднимется в воздух, а на коже останется тонкий белый след соли. Вы только что своими глазами увидели, как природа опреснила воду. Бесплатно, без единой машины, без капли электричества. Солнце подняло чистую воду вверх, а соль оставила лежать на ладони. А теперь представьте, что этот простой фокус вам нужно повторить не для ладони, а для целого гада. Для миллионов людей в пустыне, у которых за окном соленый океан и ни одной пресной реки на сотни километров вокруг. И вот тут начинается самое странное. То, что солнце проделывает над морем каждый день даром, для человека оказывается такой дорогой работой, что просто вскипятить море ради стакана чистой воды почти невозможно. И дело вовсе не в том, что не хватает техники. Против человека встает сама физика. К концу этого фильма вы поймете, почему у чистой воды есть цена, которую нельзя сбить никакими деньгами, и кто на самом деле эту цену назначил. Давайте назовем загадку прямо. Отделить соль от воды стоит дорого. И дорого это не потому, что инженеры чего-то пока не придумали, а потому, что цену назначила не техника, а сама природа. У разделения есть своя пошлина, и платить ее приходится всегда, каждый раз, без исключений. В прошлом фильме мы разбирали, почему 90% нефти невозможно выкачать из земли до конца. Там земля держала свое богатство давлением, и у изъятия обнаружился жесткий предел, за который человека не пускала физика. Сегодня та же история повторяется почти дословно, только вместо нефти под землей перед нами вода в море, а вместо давления порода ее держит соль. И у того, сколько пресной воды можно отнять у моря, тоже есть свой потолок, о который человек упирается лбом. При этом почти как уверен, что решение тут очевидно. Вскипяти воду, поймай пар, остуди его, и вот тебе чистая вода без соли. Так работает любой чайник, ведь соль не улетает вместе с паром, она остается на дне. Кажется, задачу решили еще в школе на уроке. Но именно здесь и спрятана ловушка, в которую попадает наша интуиция. Простой ответ верен по сути и разорителен на деле. И сейчас вы увидите почему. А если вам нравится, когда самая обычная вещь вдруг показывает свое скрытое устройство, подпишитесь, дальше будет только интереснее. Чтобы понять, в чем подвох, посмотрите, как соль и вода живут вместе внутри стакана. Они там не лежат слоями, соль на дне, вода сверху. Они перемешаны намертво, до самых мелких частиц. В каждом литре морской воды растворено около 35 граммов соли, полная столовая ложка с горкой на бутылку. И каждая крупинка этой соли давно распалась на крохотные заряженные частицы, а каждая такая частица немедленно окружила себя водой, притянула ее к себе и держит. Вода буквально облепила соль со всех сторон и не хочет ее отпускать. Запомните это ощущение. Соль не просто плавает в воде, она в нее вцепилась. И у природы есть железное правило, по которому такая смесь ведет себя именно так. Все в мире стремится перемешаться и никогда не разделяется само собой. Капля чернил в стакане расходится по всей воде и ни разу в истории не собралась обратно в каплю. Дым растекается по комнате и не втягивается назад в трубу. Соль, однажды растворившись в воде, сама обратно не выпадет. Разделить перемешанное можно только силой, только заплатив за это работой. Это один из самых незыблемых законов природы, и он же выставляет нам счет. Вот почему кипячение и есть та самая ловушка. Чтобы поднять воду паром, ее мало довести до кипения. Нужно оторвать каждую отдельную молекулу от жидкости и отправить ее в воздух, а на это уходит огромная скрытая сила. Давайте посчитаем на простом кубометре воды, а это всего 1000 литров, чуть больше 6 полных ванн. Чтобы целиком превратить такой кубометр в пар, нужно около 600 киловатт-часов энергии. Столько средняя семья тратит на всю квартиру примерно за 2 месяца. И все это ради 1 кубометра пресной воды. А крупный город выпивает сотни тысяч кубометров в сутки.
Представьте себе топку размером с целую электростанцию, которая горит только ради того, чтобы напоить один городской район. Инженеры, конечно, научились хитрить и гонять один и тот же жар по многу раз, чтобы кипятить воду ступенями и не тратить все тепло впустую. Но даже самая умная выпарка все равно съедает десятки киловатт-часов на каждый кубометр, в разы больше любого разумного предела. Наивное решение красиво на бумаге и мертво в реальности. Так почему же тогда Солнце проделывает ровно то же самое над океаном каждый день и совсем не разоряется? Чтобы ответить, нужно наконец познакомиться с той самой силой, которой соль держит воду. Инженеры зовут ее осмотическим давлением. Запомните эти два слова. Дальше весь фильм будет вращаться вокруг них. Представьте тонкую перегородку, которая пропускает воду, но не пропускает соль. С одной стороны налита чистая вода, с другой — соленая. Казалось бы, ничего не случится, но чистая вода вдруг сама начинает переходить на соленую сторону, будто ее туда затягивают. Соль словно всасывает воду сквозь перегородку, стараясь себе разбавить. И этот подсос совсем не слабый. Чтобы его остановить, на соленую сторону надо давить силой около 27 атмосфер. Проще говоря, как если бы над этой водой встал столб моря высотой почти в 300 метров. С такой силой давит вода на подводника, ушедшего вглубь на треть километра. Вот с какой хваткой соль держится за воду в вашем обычном стакане. Теперь становится ясно, почему Солнце над океаном этой проблемы просто не знает. Солнце не отрывает воду от соли где-то в глубине моря. Оно бьет по поверхности сверху и подхватывает лишь самые верхние молекулы, те, что и так уже готовы сорваться в воздух. Энергии у него в избытке. Она льется с неба даром и сразу на всю площадь океана. Каждый год Солнце поднимает в небо более 300 тысяч кубических километров морской воды. Это и есть самый большой опреснитель на планете – обычный круговорот воды. Дождь за окном, река, из которой пьет полмира, ледник в горах – все это когда-то было соленым морем, которое Солнце перегнало в чистую воду и вернуло на сушу. Вдумайтесь в этот размах. За один день природа опресняет столько воды, сколько все человечество не перегнало бы и за 1000 лет своими заводами вместе взятыми. И все это без единого счетчика, без единого провода, на одной лишь энергии солнечного света, что и так падает на море впустую. А человек так не может. Чтобы собрать солнечное тепло на целый город, не хватит никакой площади, а топить топку ради пара слишком дорого. И тогда инженеры сделали ход, который и есть настоящая разгадка. Они решили вообще не превращать воду в пар, не выпаривать, не кипятить, не гнаться за солнцем. Вместо этого они развернули саму природу против нее самой. Помните ту силу в 27 атмосфер, с которой соль тянет воду к себе? Инженеры сказали: «Хорошо, тогда мы надавим сильнее». Если давить на соленую воду еще крепче, примерно в 60 атмосфер, вода пойдет в обратную сторону. Она начнет продавливаться сквозь ту самую перегородку, а соль останется позади, не в силах пройти следом. Это и называют обратным осмосом. Не поднимать воду в небо, а продавить ее сквозь преграду, оставив соль за спиной. А теперь главное чудо всей этой истории. Перегородка, которая сдерживает целый океан соли, тоньше человеческого волоса в 1000 раз. Ее рабочий слой всего в несколько молекул толщиной. В нем нет никаких дырочек, сквозь которые текла бы вода струйкой. Молекула воды буквально просачивается сквозь плотную пленку, протискивается между ее нитями, а более крупная соль этого сделать не может и остается снаружи. Тонкая пленка сортирует вещество прямо по молекулам и при этом держит давление, которое смяло бы борт подводной лодки. На заводе такую пленку сворачивают в плотные рулоны, и в одной трубе размером с бревно прячутся сотни квадратных метров этой мембраны. И вот ради чего все затевалось. Такой способ платит только за само разделение и не тратит ни капли на превращение воды в пар. Вместо 600 киловатт-часов на кубометр современный завод обходится всего 4. Более чем 100 раз дешевле, чем кипятить. Именно так целые страны в пустыне сегодня пьют море. Не потому, что научились дешево выпаривать океан, а потому что перестали его выпаривать вовсе. Мир снова взяли не силой, а умом. Не толще стенка, а умнее ход. Тут вы вправе спросить,
А откуда вообще известно, что соль давит именно на 27 атмосфер, и что тонкая пленка такое выдержит? Может, это просто красивая теория с доски? Нет. Эту силу измеряют приборами уже больше 100 лет. И для одной и той же солености она всегда выходит одна и та же. Осмотическое давление можно замерить в лаборатории на простой ячейке с перегородкой, и цифры сходятся раз за разом. А обратный осмос давно не чертеж, а работающая техника, на которой держатся целые города. В сухих странах у моря такие заводы дают львиную долю всей питьевой воды, и без них там просто нечего было бы налить в стакан. Первые ячейки с такой перегородкой собрали в лаборатории еще в позапрошлом веке, и уже тогда своими глазами увидели, как чистая вода сама лезет к соли и как ее можно остановить точно рассчитанным давлением. С тех пор эту цифру перепроверили тысячи раз в самых разных условиях, и она ни разу не подвела. Но самое сильное доказательство придумали вовсе не инженеры, его придумала природа и задолго до нас. Тот же самый осмос работает прямо сейчас внутри вас. Каждая ваша клетка окружена тончайшей оболочкой, которая пропускает воду, но задерживает соли. И именно осмос наполняет клетку водой и держит ее упругой, не давая ей сморщиться. Когда вы съели что-то слишком соленое и вас тянет пить, это работает та же сила. Соль внутри тела начинает по осмосу подтягивать к себе воду, и организм требует восполнить ее. Та самая хватка из моря живет в каждой клетке вашего тела. А есть у природы и живой опреснитель во весь рост. На соленых берегах тропиков растут деревья мангры. Они стоят корнями прямо в морской воде и спокойно ее пьют. Такая соль убила бы почти любое растение, но мангр отсекает ее еще в корнях, на тонких живых перегородках и вверх по стволу пускает уже почти пресную воду. Это тот же самый обратный осмос, только собранный не на заводе из труб и насосов, а из живой ткани дерева. Природа опресняет море корнями. Так что человек здесь не изобрел новый закон. Он лишь подсмотрел решение, которое исправно работало миллионы лет до появления первого инженера. Казалось бы, вот она и победа. И родовили воду сквозь пленку, соль осталась позади, вода дешевеет год от года. Но именно здесь природа показывает свой предел, и он куда упрямее, чем можно подумать. У цены разделения есть дно, ниже которого не спуститься уже никогда. Даже в идеальном мире без единой потери, без трения, без лишнего нагрева отнять воду у моря дешевле, чем примерно за 1 киловатт-час на кубометр, невозможно. И это не предел техники, который однажды добьют новым хитрым материалом. Это предел, который назначила сама щитацей своей хваткой в 27 атмосфер. Сколько бы ни улучшали заводы, они могут лишь подбираться все ближе к этому полу, но пройти сквозь него не сможет никто и никогда. Физика назначила цену, и она не торгуется ни с кем. А дальше в дело вступает вторая стена, еще более коварная. Когда вы продавливаете воду сквозь пленку, чистая вода уходит на ту сторону, а соль никуда не девается. Она остается в том, что не прошло, и вода, оставшаяся позади, становится с каждой минутой все солонее. Чем больше пресной воды вы уже отобрали, тем крепче рассол по эту сторону пленки, и тем сильнее он давит обратно, пытаясь вернуть воду себе. Соль как будто сопротивляется все яростнее по мере того, как ее загоняют в угол. Эту оставшуюся тяжелую воду называют рассолом. Она заметно плотнее и солонее обычного моря, и если вернуть ее в залив как попало, она тонет и стелется по самому дну, вытесняя привычную воду от берега. Именно поэтому обращаться с ней нужно осторожно, а забирать из моря слишком много за один раз попросту нельзя. Море этого не прощает. Вот почему ни один завод в мире не выжимает из моря всю воду до последней капли. Отобрав примерно половину, инженеры останавливаются, потому что каждый следующий литр дается все дороже, а рассол давит все злее. И это ровно то же самое, что мы видели с нефтью в прошлом фильме. Там, чем больше уже выкачано, тем труднее давалась следующая доля. Здесь, чем больше воды отнято, тем крепче держит остаток. Природа снова говорит человеку одно и то же: бери, но не все. У изъятия есть цена, и она растет с каждым твоим шагом. Так что же сделали инженеры, если стену пробить нельзя в принципе? Они не стали ломиться в нее лбом. Они поступили так, как на этом канале уже почти стало правилом: не сильнее, а умнее.
Долгое время главная растрата пряталась вовсе не в самой пленке, а в том, что происходило уже после нее. Ту соленую воду, которую с огромным трудом продавливали под давлением в 60 атмосфер, а потом просто сливали обратно в море, выбрасывали вместе со всей вложенной в нее силой. Это все равно, что с трудом закатывать тяжелую тележку на гору, а на самой вершине отпускать ее катиться вниз, теряя весь разгон совершенно впустую. Именно так первые заводы и жгли уйму лишней энергии. И тогда придумали красивый ход. Уходящий рассол ведь все еще полон давления, так пусть он отдаст его новой порции воды на входе. Особое устройство ловит напор уходящей струи и передает его свежей соленой воде, которая только заходит на пленку. Энергию больше не выбрасывают в море, ее перекладывают из отработанной воды в новую, и так по кругу раз за разом. Именно этот тихий возврат, а вовсе не более мощный насос, за последние десятилетия и сделал опресненную воду по-настоящему доступной. Дешевая вода в пустыне родилась не из силы, а из бережливости. И все же соль остается полной хозяйкой положения. Это она задает цену, она держит воду, она рисует ту черту, ниже которой человеку не пройти. И если соль способна на такое в одном стакане, то что же она вытворяет в масштабах целого океана? Оказывается, та же самая соль умеет удержать на месте нечто куда большее, чем вода в вашем стакане. Соберем теперь все в одну простую мысль. У любого разделения в этом мире есть своя цена. Разнять то, что однажды перемешалось, нельзя даром, за это всегда приходится платить работой. И весь фокус жизни на нашей планете в том, кто и чем эту цену платит. Природа платит солнцем, щедро и не считая, поднимая целые океаны в небо каждый божий день. Человек повторить солнце не смог и заплатил иначе, умом. Он обошел выпаривание тонкой пленкой и научился возвращать себе почти всю потраченную силу. И это вовсе не история про далекие заводы где-то в пустыне. Тот же самый осмос сушит каплю моря на вашей ладони и оставляет на ней крупинку соли. Он же наполняет водой каждую клетку вашего тела прямо сейчас, пока вы смотрите этот фильм, и держит ее форму. Он поднимает воду в дереве за вашим окном и позволяет мангру пить соленое море. Одна и та же тихая сила работает и в океане, и в корне, и внутри вас самих. И когда в следующий раз вы окажетесь в жаркой стране у моря, откроете кран и нальете себе стакан чистой холодной воды, вспомните вот о чем. Еще вчера эта вода была соленым морем, непригодным для питья. Ее не вскипятили и не поймали в облаке. Ее продавили сквозь пленку тоньше волоса, отобрав ровно столько, сколько позволила соль, и ни капли больше. Вы держите в руке не просто воду. Вы держите разделение, за которое уже заплачено сполна по счету, что выставила сама природа. А теперь короткий вопрос вам в комментарии. Что удивило вас сильнее, что кипятить море оказалось так разорительно дорого, или что дерево умеет пить соленую воду прямо корнями? Напишите просто номер 1 или номер 2. Очень интересно, что зацепило больше. И вот куда мы двинемся дальше. Если соль умеет так крепко держать воду в одном стакане, то она же способна удержать на месте и целые моря. В следующем фильме мы разберем, почему два океана могут встретиться и не смешаться, будто между ними стоит невидимая стена. Он выйдет уже совсем скоро. Это была «Механика мира». Подпишитесь, чтобы не пропустить, как устроено то, мимо чего вы проходите каждый день.